Привет всем, это канал Готовить Просто и я, Ольга Матвей. Сегодня буду делать ремейк на один свой торт, лимонник. Я делала его очень давно, еще в самом начале, когда только начинала снимать видео. Потом решила его переснять, сделать как положено, в общем. А кто, может быть, и не видел, и не знает, что у меня есть такой торт. Лимонные торты очень вкусные. Вы можете количество лимонов менять по вашему вкусу, больше, меньше. Но, в общем, это вкусный сметана, лимонный крем, лимонные бисквиты. В общем, вот так. Хорошо, начинаем. Рецепт этого торта дала мне такой наш знакомый кондитер. В моей семье пекли всегда торты, но лимонник никогда. И когда мы иногда хотели лимонника, мы заказывали у нее этот торт. И вот, наконец, несколько лет назад она мне раскрыла секрет своего торта. Вот, в общем, вот такой вкусный торт сегодня будем готовить. Для пропитки торта нам понадобится 3 хороших лимона. У меня вот такие меленькие лимончики, поэтому сегодня я возьму 4, потому что они очень мелкие. И вся внутренность этих лимонов пойдет на пропитку. Но цедры на этот торт нужно много, поэтому для цедры я возьму еще 6 лимонов, тоже маленьких. Использую только цедру, все остальные лимоны я обычно режу, пересыпаю сахаром и потом делаю из них чай. Такое безотходное производство у меня получается. Хорошо, начнем с того, что мы натрем цедру со всех лимонов. Лимоны нужно хорошо помыть, и нам нужна только желтенькая цедра. После желтой цедры идет такая белая кожица, ее не нужно тереть, потому что она будет горчить. Использую я самую мелкую терку, которая у меня есть, и на нее натираю цедру. Вот посмотрите. Видите, вот, это уже не тру. Цедра готова, отставляем ее в сторону. И теперь берем лимоны, из которых будем делать, собственно, сок. Значит, у меня есть такая штучка для чистилки цитрусовых. Но тут самое главное почистить вот эту вот кожуру, шкорку вот эту вот. Хорошо нужно очистить. Теперь берем почищенный лимон и как апельсин вот так разделяем его на дольки. Значит, нам понадобится лимон без вот этой вот шкурки. Отделяем, убираем косточки обязательно. Убираем вот эту шкурку. Вот смотрите, вот долька лимона. Видите? Только мякоть нам нужно. Вот, только мякоть. Вот так. Я не могу сказать, что это очень долго, нет, минут 10. У меня просто лимоны сегодня мелкие. Если вы возьмете хорошие крупные лимоны, это гораздо быстрее. И чем сочнее лимоны вы возьмете, тем больше сока будет. Они маленькие, но достаточно сочные. Отправляем в лимоны, в мякоть лимона 8 ложек сахара столовых. Теперь берем блендер и блендером несколько минут это все перебиваем. Вот так, чтобы мякоть перебить. Когда все перебили, значит, по сахару, больше чем 10 столовых ложек я не добавляла, никогда. Всегда вот так вот 8, максимум 10. Сахар вы, естественно, до конца не растворите, но пока вы будете печь бисквиты, все это делать, сахар сам растворится. Это что, это кислота, он растворится. Посмотрите, сколько много получилось пропитки. И вся она однородная, потому что перебита блендером. Значит, что хочу сказать. У всех, наверное, явный вопрос. Оля, можно взять сок лимона, выжать просто на вот этой штучке, которая лимоны выжимает, и все. Вкус получается не такой, я пробовала. Поэтому нужна именно мякоть лимона. Если вам леньки, конечно, то выдавливаете сок. Но однозначно вкус не тот, поэтому с мякотью лимона гораздо вкуснее. Формочка для этого торта может быть совершенно любая, по высоте, по диаметру, в общем, какая угодно, квадратная, прямоугольная, любая. У меня сегодня вот такая 20-сантиметровая круглая, я буду печь 2 бисквита по 6 яиц на каждый. Вот так. Если вы не хотите печь такой большой торт, пеките маленький торт, разделяйте продукты на 2 раза и делайте маленькую часть этого торта, в общем, как хотите. Итак, разделяем белки в одну мисочку, желтки в другую. Печем первый корж. В белок отправляем щепотку соли и начинаем взбивать белок до густой устойчивой пены. И одновременно я буду взбивать просто желтки.
Желтки посветлели, стали такие пышные, увеличились в объеме. И белок, посмотрите, тоже взбился. Теперь я беру сахар. Значит, я всегда пеку бисквиты таким образом. На одно яйцо столовая ложка сахара, столовая ложка муки. У нас здесь 6 яиц. Значит, 3 столовые ложки сахара я отправляю сюда. 2, 3. И 3 в желтки. Еще добавляю ванильный сахар, можно просто щепотку ванили. И теперь взбиваем белки до устойчивых пиков и перебиваем желтки с сахаром, насколько это возможно, максимально. Во взбитые желтки сейчас я буду добавлять муку, чтобы было удобнее, я переложу в большую посудинку. Смотрите, какие получились белки. Белок пару ложек я отправляю вот сюда, во взбитые желтки, и в одну сторону силиконовой или деревянной лопаточкой перемешиваю. Теперь сюда просеиваю 6 столовых ложек муки, потому что было 6 яиц. Теперь всю эту массу отправляем в оставшийся в белок и тоже хорошо перемешиваем. Сюда же отправляем чайную ложку цедры. Больше не нужно. Вот так. До конца все перемешиваем, будем готовить форму. Пергаментом отправляем сюда тесто. Разравниваем тесто аккуратно, вот так по всей формочке. Чтобы не было слишком большой шапки, вот здесь вот внутри делаем небольшое углубление. Вот так. К этому времени духовка должна быть разогрета уже на 180 градусов. Отправляем в горячую духовку на 25-30 минут, проверяем деревянной палочкой до готовности. Переворачиваем на решетку, чтобы коржи остыли. Если у вас не такая маленькая формочка, естественно, у вас будет он ниже. Если у вас 28 сантиметров, сразу делайте на 12 яиц, будет такой большой, высокий, средний торт хороший. В общем, я пеку 2 бисквита. Бисквит отлежался, посмотрите, какой он красивый, ровненький, посмотрите, какой он нереально высокий получился. Значит, хочу сказать по поводу коржика. Раньше я пекла в другой духовке, и я делала 2 коржа по 6 яиц, всего у меня уходило 12 яиц. И он у меня в итоге был вот такой высоты, но чуть больше в диаметре, здесь 20 сантиметров диаметр. Я спекла 1 корж из 6 яиц и поняла, что такой высокий, но мне незачем печь еще 1 на 6. Поэтому пеките 1 корж на 6 яиц, если у вас вот такой вот в диаметре 20 сантиметров, этого хватает. Если у вас формочка 28 сантиметров в диаметре, тогда используйте 12 яиц, он будет вот такой высокий, но большой. Вот такой нюанс у меня вылез, пока я это все снимала. Хорошо, лучше бы, чтобы он отлежался, как у меня, целую ночь он постоял просто на решетке, остыл. Сейчас будем резать. Разрезаем корж на 3 части. Сначала я делаю небольшие вот такие надрезы. Использую я нож-пилочка, мне так удобней. Вот такие надрезы делаю и потом разрезаю по всей плоскости. Мне так удобнее. Можно ниткой разрезать. В общем, как кто на что гораст. Разрезаем на 3 коржика. Такие 3 коржа получились. Когда он отстаивается, вот так хотя бы 4-6 часов, посмотрите, какой он красивый. Если вы сразу разрежете, он может, знаете, так немножечко попадать, будет не таким красивым. Уже растворился весь сахар, посмотрите, полностью его нет. Теперь я пропитываю коржи. Значит, сколько же пропитывать коржи? Во-первых, пропитываем от края, чтобы все было пропитано. Если вы любите более суховатые торты, имейте в виду, если вы много нальете пропитки, он будет влажный. Поэтому тут дело вкуса. Я люблю мокрые, влажные, поэтому я много пропитываю. Нам понадобится сметана для крема. Я беру 20% сметану, ниже не берите. Можно 25 взять процентную, но 15 она будет кислить и она более реже. Начинаем взбивать одну сметану в течение пару минут на средней скорости, чтобы она стала пышная.
Во взбитую сметану я отправляю ванильный сахар, можно щепотку ванили, и стакан обычного сахара. Если есть сахарная пудра, можно сахарной пудрой, но будем делать сахаром. Вообще вы можете больше сахара добавить, потому что все-таки лимонный торт и мало сахара не будет. Так, теперь перебиваем максимально, чтобы растворить сахар. Сметана поредеет, до конца сахар не растворится, останутся небольшие кристаллики. Так, посмотрите, сметана поредела, она стала реденькой, сейчас я вам покажу. Вот посмотрите, насколько она поредела, она прям течет. Значит, что я делаю дальше? Так как у меня должен получиться крем и достаточно густоватый, я использую загустители для сметаны. Сейчас показываю не ради рекламы, а просто, чтобы вы понимали. Они у нас продаются, называется загуститель сметаны пищевой. Я использую, любой фирмы загустители. Есть загустители для сливок, они тоже подходят. Кто-то добавляет сюда лимонный сок, пару ложек лимонного сока, и оно немножечко так сгущается. Но вот от вот таких вот загустителей, тогда он такой крем красивый, однородный получается. Я делаю так. Если вы знаете, как еще можно загустить сметану, не используя таких загустителей, вот таких на крахмале, напишите, мне будет интересно, и я думаю, что те, кто не найдут такие загустители, им тоже будет полезно почитать, чем можно использовать. Значит, там написана дозировка, сколь один пакетик рассчитан на определенное количество сметаны. Так, и цедра, которая у нас есть, где-то приблизительно чайную ложку я сюда добавляю, чтобы был красивый такой крем, знаете. Немного будет видно цедры, но зато она будет попадаться на вкус, это будет вкусно. Теперь в течение 1 минуты все быстро перебиваем, и он загустит не от того, что вы его перебиваете, а от того, что в реакцию начинает вступать порошок со сметаной, и он просто будет гуще. Все взбили, посмотрите, какой густой крем у меня получился. Вот такого эффекта, к сожалению, я не могу добиться ни при помощи лимонного сока, ни при помощи даже просто крахмала, если я обычный картофельный крахмал использую, только вот такие загустители. Но мне нравится вот этот лимонный торт и сметанник, я делаю вот с такими загустителями. Посмотрите, какой крем, плотный, вкусный, красивый. Хорошо, снимаем это дело. Для декора нам понадобится половина лимона. Нарезать надо тоненькими дольками, вот так, чтобы он практически светился, тогда очень красиво. Смотрите, вот так. Если у вас большой торт на 28 сантиметров вы делали в диаметре, возьмите целый лимон. Цедра лимона для декора. Конечно же, нам не хватит этой всей цедры, чтобы много и густо засыпать весь торт. Мы рассыпем, и будет так, красиво будет, но не так густо, потому что, чтобы плотно засыпать цедрой весь торт, нам понадобится несколько килограммов лимонов. Такого никто делать не будет. Поэтому я использую дольки лимона, вот оставшуюся цедру, и как вариант можно купить кокосовую стружку желтого цвета. Тоже будет прикольно засыпать весь торт, он будет такой лимонный. Ну, в общем, это уже ваша фантазия. Собираем торт. Начинаем перемазывать все коржи, начиная с первого. Значит, слой крема должен быть хороший такой, знаете, толстенький. Во-первых, потому что сметанный крем хорошо впитывается в коржи. Это раз. Если вы мало нанесете крема, потом в итоге при разрезе его будет вообще мало. Коржи все впитают и все. Поэтому я делаю хороший слой. И чем гуще крем у вас получится, тем как бы удобней. Смотрите, какой слой крема получился, достаточно большой. Так, хорошо, так немного разровняли. Теперь накрываем следующим коржиком. Оп. Немного разравниваем и наносим крем. И накрываем третьим коржиком. Теперь слой вокруг торта кремовый не должен быть слишком толстый, то есть в серединке прослойка хорошо, такая толстенькая должна быть, а сверху мы затягиваем просто. Использую вот такую лопаточку, очень удобно, если вы найдете в разных кондитерских интернет-магазинах. Вот все для кондитера называется. Я очень часто там что-то покупаю, разные силиконовые коврики, вот такие вот лопаточки. Это удобно. Когда все затянули, теперь покрываем все декором. Вот так вот посыпем
Я сейчас буду использовать и кокосовую стружку, и лимонную, и лимон. Все, что есть. Посмотрите, вот так вот я не густо сыплю, тоже красиво, поэтому сделайте по вашему вкусу. Если у вас торт 28 сантиметров, он у вас будет, естественно, ниже, не такой высокий, как у меня. Вот такая красота получилась. Посмотрите, и сверху лимончики, и сбоку лимончики. Ну, в общем, это уже на вкус и цвет. Все, в принципе, можно сразу резать и кушать, а можете настоять пару часов. Ну что, я буду пробовать, потому что у меня уже, так сказать, я уже прям чувствую привкус этого торта. Не делала его давно. Ну, как-то не было времени все сделать, а это все попросили. Думаю, ну и переснимем заодно. Так, хорошо, я пробую. Очень нежный, и чувствуется сразу, что такой не сухой, влажный торт. Лимон со сметаной, это, наверное, самое идеальное сочетание. В меру кислый, в меру сладкий, очень легкий. Я его называю такой женский торт. Потому что настолько легкие коржи, знаете, вот вроде бы бисквит и бисквит, но сочетание с лимонной и вот этой пропиткой, кто-то даже подумает, что, может быть, это и не бисквит. Это очень вкусный, нежный торт. Даже моему Диме нравится, который любит такие, знаете, Прагу, он любит. Вот это он тоже ест, потому что очень вкусно. Я всем рекомендую, советую. Сейчас скоро будет 8 марта, поэтому приготовьте. Это, ну, это нереально вкусно. Спасибо повару, который дал мне этот рецепт, тетя Валя, спасибо большое, просто изумительный торт. Хорошо, я дожевываю, ой, и иду пить чай. Спасибо, что сегодня были со мной, спасибо, что смотрите, обязательно приготовьте лимонник, пишите комменты, ставьте лайки, может быть, уже кто-то готовил его когда-то по моему рецепту. Ну все, пока-пока!